Центральное разведывательное управление США участвовало в операции по задержанию участников частной российской военной компании «Вагнер» в Минске в июле прошлого года. Такую информацию обнародовал американский канал CNN. Эта новость неслабо всколыхнула пропагандистские ресурсы России и Беларуси. По мнению ФСБ, данная операция, разработанная спецслужбами Украины совместно с американцами, являлась ничем иным, как актом государственного терроризма. Очевидно, что кремлевским чекистам не хватило собственного красноречия и пришлось воспользоваться риторикой цивилизованных стран в отношении инцидента с захватом самолета Ryanair режимом Лукашенко. Впрочем, самое интересное в этой истории другое. Еще в июне текущего года Владимир Зеленский в интервью каналу «1+1» подробно рассказал об операции с вагнеровцами и никакой тайны сотрудничества с иностранными разведками не делал. По словам президента, это была совместная операция украинских и американских спецслужб по документированию преступлений и поимке российских частников, которые воевали на Донбассе. Успешное завершение операции позволило бы привлечь к ответственности людей, которые, помимо всего прочего, были виновны в катастрофе голландского «Боинга» в Донецкой области в 2014 году. Кроме того, вагнеровцы могли пополнить так называемый обменный фонд, что дало бы возможность освободить из тюрем украинцев, сидящих в России и оккупированном Крыму. Суть операции заключалась в следующем. Спецслужбы Украины создавали подставную ЧВК, на сайте которой кандидатам в наемники предлагался выгодный контракт для защиты нефтяных объектов Венесуэлы. Но для начала они должны были рассказать о своем опыте участия в боевых действиях. В результате украинская сторона отобрала 33 человека с наиболее явными связями с военными операциями. Им было сказано, что они отправятся в Венесуэлу через Минск из-за закрытых границ. Примечательно, что Лукашенко был в курсе проводящейся операции. Зеленский сообщил диктатору о ней в телефонном разговоре. Однако нелегитимный предпочел выдать головорезов туда, где они точно не понесут никакой ответственности за свои преступления. Напомним, что задержание вагнеровцев в Минске было обставлено с особой помпой и преподносилось как пресечение подготовки террористических актов перед так называемыми выборами. Как мы видим, умение делать хорошую мину при плохой игре – неотъемлемая опция всех диктаторов. На днях стало известно о гибели директора средней школы номер 26 в Бресте Петра Герасимюка. Днем мужчина был в школе, провел совещание, а затем ушел домой. Вечером его тело обнаружили в квартире по месту жительства. Одной из версий смерти директора стала остановка сердца, но его коллеги утверждают, что он повесился. Причиной этому назвали его плохое настроение в последнее время и страх потерять работу. Судя по рассказам знакомых Герасимюка, он очень тяжело переживал фальсификации президентских выборов, которые происходили на его участке. Видимо, мужчина хотел обнародовать правдивые результаты голосования, но на него сверху давили. Так ли это, никто не знает. Однако попытка администрации школы скрыть информацию об этом происшествии, а также закрытые следственные действия вполне могут говорить о том, что в случившемся не все так однозначно. Важно отметить, что это не первая загадочная смерть, связанная с фальсификациями выборов. В августе прошлого года в лесу Гродненской области был найден повешенным директор военно-исторического музея Волковыске Константин Шишмаков. Во время президентских выборов мужчина отказался подписывать итоговый протокол, в котором якобы победил Лукашенко. А после и вовсе решил уволиться из-за давления, но после сообщения об этом по телефону своей жене домой мужчина так и не вернулся. Официальная версия – суицид, однако родные и близкие Константина в это не верят, но сделать ничего не могут. И только мать, листая фото сына, заявила однажды журналистам: он просто был для них непригоден, не сломался и не подстроился. Чего не сделают сотрудники ГУБОПИКа в борьбе с неугодными белорусами, даже готовы притворяться девушками. Так случилось в Добруше с 22-летним рэпером Евгением Петровым, который написал песню «Лукашенко, уходи». Чтобы поймать музыканта, который не жил по месту регистрации, силовики создали фейковый аккаунт девушки в соцсетях и попросили молодого человека написать ей песню. В итоге на встречу вместо девушки-клиентки пришли оперативники и задержали парня на 72 часа. Теперь он находится на свободе под подпиской о невыезде. В отношении него начался закрытый суд по делу об оскорблении президента. Во время первого слушания обвиняемый своей вины не признал, подчеркнув, что никакого оскорбления в адрес Лукашенко она не несет, а текст родился после увиденного во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатов в президенты, задержание активистов, политиков и блогеров, а также брутальные действия силовиков в отношении к протестующим. Все это подтолкнуло парня к созданию этой песни. В свою очередь, отчим Евгения Петрова заявил суду, что парень просто поддался плохому влиянию оппозиции, и белорусам не на что жаловаться. Процесс над рэпером продолжается. Если вина молодого человека будет доказана, ему может грозить срок до 4 лет лишения свободы.
Аресты противников режима – это не только метод устрашения, но и неплохой источник дополнительных доходов представителей карательной системы. В последнее время появилось немало свидетельств тому, что осужденных по политическим статьям принуждают оплачивать услуги несуществующего адвоката. Так, бывший арестант Сергей, отбывший на кресте на более 20 суток за участие в протесте, рассказал Еврорадио о преступной схеме по выкачиванию денег из родственников осужденных. В камеру с мужчиной поместили провокатора, который заводил разговор на политические темы и убеждал арестантов передать через него на свободу записку для близких. В ней предлагалось указать счет адвоката Натальи Твердовой, которая якобы должна была помочь человеку скорее освободиться. Стоимость таких услуг составляла 280 рублей или 10 базовых величин. По мнению Сергея, это относительно скромная сумма возникла неспроста, ведь если добытые мошенническим путем средства превышают 10 базовых, то за такое правонарушение наступает уголовная ответственность. Бывший заключенный считает, что эту схему придумали надзиратели на Окрестина как способ дополнительного заработка. Его версия подкрепляется фактами, как удалось выяснить в республиканской коллегии адвокатов. О существовании Натальи Твердовой никто даже не слышал. Отметим, что подобные случаи не единичны, и в них фигурирует одно и то же имя фейкового адвоката. Судя по всему, представители карательной системы настолько уверены в своей безнаказанности, что не заморачиваются конспирацией. Что ж, когда придет их время сесть на скамью подсудимых, вряд ли у них будет большой выбор защитников. Придется просить помощи у адвоката Твердовой. Сегодня исполняется 507 лет одной из самых славных побед в военной истории на наших землях. Войска Великого княжества Литовского, ведомые гетманом Константином Острожским, на реке Крапивна под Оршей победили войска интервентов Московского княжества. Эта битва стала самой значительной победой в ходе десятилетней русско-литовской войны. По сведениям, дошедшим до нас из летописей, московское войско многократно превосходило по количеству войска Великого княжества, но благодаря грамотно выбранной стратегии победа осталась за предками современных белорусов. Она остановила масштабное наступление армии Московского княжества, позволила освободить города современной Восточной Белоруссии, а спустя некоторое время поспособствовала развалу угрожавшего ВКЛ союза между Московским княжеством и империей Габсбургов. После того, как Беларусь обрела независимость и до прихода к власти некомпетентного историка, 8 сентября в Беларуси отмечали День воинской славы. В 1992 году 12 офицеров и 3000 солдат запаса принесли присягу под бело-красно-белым флагом на верность белорусскому народу. Среди них был Николай Статкевич, глава белорусского сгуртования войскоўцаў, а после многолетний противник Лукашенко и кандидат в президенты в 2010 году. Сейчас Статкевич, не предавший свою страну, снова находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Отметим также, что нелегитимная власть не обошла вниманиями тех, кто помнит и чтит историю своей страны. Так, несколько дней назад были задержаны 3 участников фестиваля «Аршанская битва». Среди них оказался организатор мероприятия Юрка Коптик. По последней информации, все они осуждены на 10 суток за участие в несанкционированном мероприятии с использованием протестной символики. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра в новостях и в прямом эфире ток-шоу «Народ спросит», который пройдет в 20:00 на нашем втором канале Маланка Лайв. Не пропустите. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!